Привет, друзья! С вами канал Power Device, и сейчас мы поговорим о серфинге в интернете, ведь так или иначе это является неотъемлемой частью использования наших Android-смартфонов. В данном конкретном случае мы будем говорить о браузере Chrome, про его секретные улучшения. Так или иначе, практически 90% пользователей используют Google Chrome, либо осознанно, либо нет, так как он стоит по умолчанию браузером на многих Android-смартфонах, а кто-то по умолчанию его устанавливает вручную. В общем, сейчас покажу 7 отборных секретных настроек браузера Google Chrome. Некоторые из этих настроек улучшают скорость его работы, а другие добавляют удобства. В общем, каждый пользователь Android смартфонов найдет для себя полезные настройки. Погнали! Друзья, перед началом ролика попрошу вас, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Я старался для вас и потратил много времени на подборку и тесты этих настроек. Поддержите канал подпиской и лайками. Итак, первым делом зайдите в Play Market. Через поиск найдите браузер Chrome и обновите его на последнюю версию. Это также важно. После этого зайдем в сам браузер. В браузере в новой вкладке нам нужно ввести такую команду. Chrome Flux. Пока вы можете не вводить эту команду, дальше я дам вам более полные команды и конкретные. Ну а я перехожу по этой команде, как по ссылке. У нас открывается секретное меню. Кстати, к слову скажу, что это меню есть как на Android смартфонах, так и на Chrome в ПК-версии. Здесь очень много секретных и экспериментальных настроек. Их здесь великое множество. Далее, друзья, я буду показывать вам вот такие команды на конкретные скрытые настройки. Сперва обязательно досматривайте ролик до самого конца, чтобы понять, какие команды вам выбрать, какие из них лучше всего вам подойдут. Итак, поехали. Для каждой команды я буду давать пояснение, что она дает. Итак, эту вкладку я закрываю, открываю новую. Вставляю первую команду в поисковую строку. Нажимаю «Перейти». Открывается то самое конкретное меню. Желтым цветом помечена та команда, которую мы ввели. Именно она нам и нужна. Называется она Encrypted Client Hello. Когда вы пользуетесь браузером, Chrome включает поддержку Encrypted Client Hello. Если сервер включает расширение через DNS-запись HTTPS TLC, то клиент Hello шифруется. С ее активацией ваше пребывание в интернете станет еще более безопасным. Под этой командой открываем ее меню. Стоит Default. Нажимаем «Активировать». Enable. Снизу появляется кнопка «Перезапустить браузер». Нажимаем ее. В поисковую строку вставляю новую команду. Smooth Scrolling. Эта скрытая настройка активирует более удобную и мягкую прокрутку страниц и сайтов браузера Chrome. Также ее активируем. Enable. Перезапускаем браузер. Обратите внимание, что после перезагрузки браузера все включенные секретные настройки должны быть сверху, и они активированы, подсвечены синим. Третья полезная настройка. Параллельная загрузка. Активация так называемых параллельных загрузок функция позволяет загружать данные в несколько потоков. Это может значительно увеличить скорость при скачивании особенно больших файлов. Я обязательно у себя активирую эту функцию. Идем далее, переходим к следующей настройке. Функция облегчения чтения статей. Функция значительно облегчает прочтение статей в интернете. И вот как это работает. Открываю вкладку к этой функции, включаю All Articles, делаю перезагрузку. Для наглядности открою новую вкладку. Зайду в Википедию. Открывается статья и сверху всплывает окно «Посмотреть страницу в упрощенном виде». Нажимаю «Посмотреть». Теперь эта статья показана в сокращенном виде. Остаются только важные структурированные данные. При сокращении общий смысл статьи не теряется. К слову скажу, так как Google сервисы немного ограничены у нас, на некоторых сайтах эта функция может не срабатывать. Но по сути она должна работать со всеми статьями. Следующая достаточно полезная настройка для тех, кто любит экономить свою батарею. Принудительное включение темного режима на всех сайтах в Google Chrome. Активирую функцию, нажимаю Enable. Перезагружаю.
Теперь, друзья, какие сайты вы бы не открывали в Google Chrome, они будут автоматически переводиться в темный режим. Это очень удобно, и если на вашем смартфоне AMOLED-дисплей, в таком режиме батарея будет расходоваться гораздо меньше. Но даже если у вас не AMOLED-дисплей, в таком режиме гораздо полезнее для глаз вечером читать какие-то статьи. Глаза будут не так уставать. Далее настройка для ускорения загрузки сайтов. Данная функция дополнительно подключает графический процессор для отрисовки веб-контента. Тем самым браузер будет прогружаться немного быстрее. Следующая настройка схожа с предыдущей. При ее включении активируется GPU-ускорение. Если его поддерживает смартфон и в частности сам графический процессор смартфона, то это в лучшую сторону будет влиять на загрузку весомых сайтов, например, того же YouTube. Я ее у себя активирую. И здесь стоит сказать, что данную функцию лучше всего запускать на компьютере, либо ноутбуке. В любом случае на компьютере или ноутбуке у вас будет стоять более мощная видеокарта, чем в смартфоне. Там это будет работать лучше. Друзья, если у вас возникают какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях, постараюсь помочь. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока.